Как заработать на своем опыте, даже если кажется, что все за тебя уже все рассказали. Меня зовут Анна Рагель, и я консультант по маркетингу и стратегиям в сфере красоты, здоровья и наставничества. Я помогаю специалистам разных сфер выходить в онлайн и налаживать доход, особенно если сейчас ты находишься в эмиграции. Это видео для тебя. Оно поможет понять, каким образом социальные сети и YouTube могут помочь тебе, и как ты можешь, несмотря на большую конкуренцию, уже сегодня начать зарабатывать, привлекая своих клиентов. Ты думаешь, что в мире онлайн уже в любой нише все рассказали, и уж тебе точно нечего сказать, и у тебя нет таких навыков и технических способностей для того, чтобы самостоятельно выходить в онлайн и зарабатывать. Скажу сразу, это ловушка мышления. Тебе не нужно быть самым громким или самым ярким, тебе просто нужно быть собой. В этом видео я расскажу, почему твой личный путь уже является ценностью, как твой собственный авторский путь вытесняет копипаст, как твоя собственная глубина опыта привлекает к тебе нужную аудиторию, и как монетизировать твои знания, даже если у тебя еще нет большой аудитории и даже если у тебя нет кейсов в новой стране. Я покажу тебе конкретные шаги на своем собственном опыте, чтобы показать тебе, как может выглядеть твой путь в онлайне, как контент может обеспечить тебе доход без выгорания, в легкости, от сердца, от кайфа, от души. Досмотри до конца и выпиши самые главные шаги и самые главные правила, которые я расскажу. Итак, правило первое. Если тебе кажется, что оригинальности в твоем опыте нет, то это тебе кажется. Давай разберемся, что покупают люди. Разве они покупают просто услугу? Разве они покупают просто информацию? Нет. Люди покупают у людей. В первую очередь они покупают твою энергию. Твоя энергия уникальна, оригинальна, и ее никто не сможет скопировать. Никогда. Главное, что ты можешь вызвать у своих будущих клиентов, это мысль о том, что вот именно этот человек меня понимает, и я смогу с этим человеком найти общий язык, он может мне помочь. Это называется доверие. Дальше расскажу на примерах. Допустим, ты психолог в эмиграции, и твоя аудитория – это русскоязычные эмигранты в разных странах, которые начинают жизнь с нуля. Ты точно знаешь, что переживают эти люди. Даже если ты не знаешь, какими словами описывают люди свои состояния, ты можешь почитать в социальных сетях у иммигрантов комментарии под постами, которые говорят о самых главных болях, страхах в эмиграции, когда люди все перечеркивают и начинают все процессы выстраивать с самого начала. О чем ты можешь говорить? Ну, например, я точно знаю, как начинать жизнь с нуля в эмиграции. 3 года назад я переехала в новую страну и начала все с нуля. Я знаю, что такое не спать ночами. Я знаю, что такое переживать за будущее своих детей. Я знаю, что такое думать и переживать о завтрашнем дне, когда у тебя практически нет денег. Но также я знаю, как преодолеть все свои страхи и найти новые источники энергии, найти новые ресурсы на новом месте, начать все с нуля и наладить свой доход. Как ты можешь выделиться на фоне конкурентов? Ну, во-первых, вести себя ровно таким образом, каким это происходит в реальной жизни. Не придумывай себе никаких новых обличий. Не надо придумывать себе визуальный образ. Вот как есть, так и начинай. Потому что пока на данном этапе, в самом начале, нужно вообще освоить все технически и понять, как это работает. Показывай себя и свою жизнь, рассказывай о своем опыте. Даже если у тебя нет кейсов, это тебе поможет рассказать о том, чем именно ты можешь помочь своим клиентам и как для них это будет выгодно. Говори языком эмоций, а не сухих диагнозов. Рассказывай о том, каким образом ты преодолеваешь текущие состояния и кризисы, и как ты можешь помочь, выгодно помочь своим будущим клиентам, почему твоя стратегия работает и сколько сейчас на данный момент твоих клиентов уже достигло цели. Даже если у тебя нет отзывов или текстовых или видео, ты можешь рассказывать кейсы этих клиентов от их лица. Ты можешь делиться анонимно. И это, в принципе, хорошо и будет работать хорошо до тех пор, пока не придут люди, которые будут готовы делиться отзывами о тебе и о работе от своего имени. Расскажи о тех кризисах, которые приходится переживать в процессе адаптации на новом месте и какими способами ты преодолеваешь их в данный момент или в прошлом.
Рассказывай истории. Я почувствовала то-то, то-то и сделала так-то, так-то. Или мой день в новой стране начинается с мысли, и дальше ты рассказываешь свою историю. Свои кейсы могут заменить на первом этапе историю твоих клиентов. Каким образом, как психолог в эмиграции, ты можешь заработать? В первую очередь это индивидуальные сессии и консультации в офлайне и в онлайне. И это очень важно, потому что сначала это поможет тебе сделать имя, особенно в том месте, где ты сейчас находишься и начинаешь все с нуля. Онлайн-сессии помогут тебе принять клиентов из разных часовых поясов, из других стран. И это расширит твое влияние и в будущем приведет по рекомендациям новых клиентов. Также индивидуальные консультации предназначены для того, чтобы выявить главные триггеры твоей целевой аудитории. То есть помимо того, что ты оказываешь услугу, твоя задача опрашивать твоих новых клиентов, может быть посредством онлайн-анкеты, задавать им правильные вопросы. Я расскажу тебе как на своей собственной консультации. И ответы на эти вопросы тебе помогут в дальнейшем выстроить правильный контент-план. После того, как ты наладишь офлайн и онлайн консультации, ты можешь переходить к продуктам, которые показывают более массовой аудитории твои компетенции. К тому моменту у тебя уже появляются текстовые и видеоотзывы, и ты можешь передавать людям часть своего опыта через некие гайды, то есть составляя некие инструкции с упражнениями, которые могут помочь здесь и сейчас с самыми главными проблемами. Я рекомендую начать с Инстаграма, освоить первые азы продвижения и потом выходить на YouTube. Связка Инстаграм плюс YouTube будет работать идеально. Мало того, этого вполне достаточно для того, чтобы начать получать первый доход. YouTube работает шикарно, особенно если твой контент оригинален и содержит твой уникальный опыт. Если это не копипаст, если это от тебя, от твоего сердца, твой личный опыт, твоя польза, которую ты делишься со своими клиентами. Люди чувствуют искренность, и они проявляют благодарность. Они рассказывают своим друзьям о том, что они увидели или услышали. Они пересылают твои ролики. И это работает долго. То есть, когда твои ролики выложены на YouTube, ты можешь отдыхать, спать банально, работать, но при этом этот контент работает все больше и больше, охватывая новых людей и привлекая к тебе новых клиентов. Например, ты массажист. О чем можно говорить со своей целевой аудиторией? Ну, допустим, я не просто массажист, я помогаю вернуть тебе почву под ногами, которая уходит в новой стране, когда ты начинаешь все с нуля. Я снимаю стресс, и в твоей жизни появляется легкость и очень четкое понимание, что делать дальше. Ну, например, так. Можно усилить твое предложение, и это может бесконечно работать. Опять же, мы говорим о видеоконтенте в YouTube, и это действительно долгое время может привлекать, особенно если говорить от сердца, от души, долгое время может привлекать к тебе людей, которые будут разделять твои ценности, разделять твой подход, и постепенно, попадая в аудиторию твоего города, где ты находишься, ты можешь привлекать людей. Но, помимо всего прочего, YouTube поможет тебе выйти в онлайн-сектор, где ты можешь помогать другим специалистам развиваться, создавая свои какие-то консультационные продукты, либо видеопродукты, да, видеокурсы, либо ты можешь быть приглашенным экспертом на каких-то мероприятиях. Но это в дальнейшем. Просто понимай, что онлайн даже массажисту помогает, очень сильно помогает развиваться и транслировать себя как хорошего эксперта. Как выделиться среди других массажистов? Вот в этом как раз помогает контент в социальных сетях. Ты рассказываешь научно, анатомично о том, что ты делаешь. Ну, например, когда я прихожу к массажисту, и человек просто молча у меня что-то делает, я ухожу, не в очень комфортном состоянии, как будто бы кто-то сделал какие-то со мной манипуляции, но не поделился, зачем он это делал. Я могу не вернуться к такому массажисту. Кому я точно вернусь, это к человеку, который мне расскажет: вот в этой точке я сделал то-то, то-то руками, здесь у тебя зажимчик, его надо расслабить. И я это делаю там, за 3 сеанса. Человек, который мне расскажет о прогрессе, да, то есть когда я начинаю сеанс, мои мышцы скованы, я не могу расслабиться, и потом человек делает так, что к концу сеанса я расслабляюсь и получаю кайф от своего тела, от легкости, которую я испытываю после массажа,
в руках, в ногах, в спине и так далее, да. И, соответственно, человек должен зафиксировать это словами. То есть это не просто мое такое ощущение, а это тот результат, к которому мы стремились. И вот если ты будешь рассказывать всем своим клиентам, почему так происходит, зачем ты делаешь это движение, почему именно в этой точке, и какой результат будет после нескольких сеансов, и зачем это, и каким образом это данному человеку поможет, это будет твоим большим преимуществом. И если ты будешь снимать ролики именно с такими объяснениями, то когда-нибудь твоя репутация поднимется до уровня человека, который знает анатомию настолько, что может обучить другого массажиста. Если в твоих целях есть такая задача, ты можешь перейти к образовательной деятельности. Даже банальный контент до-после может быть более уникальным и оригинальным, особенно если ты будешь рассказывать с точки зрения эмоций, как поднялось настроение, как улучшилась жизнь, что человек смог сделать после того, как выровнялась спина или там, нога или рука. То есть каким образом твоя деятельность помогает человеку менять жизнь к лучшему. Поэтому я рекомендую не банальные до-после, когда сравнивают спину или плечи до массажа и после массажа, а еще и рассказ о том, что же все-таки в конечном итоге это определяет в теле и в жизни. Еще можно с точки зрения конкретной страны адаптировать свои услуги под запросы конкретных целевых групп. Ну, например, ты живешь на море, и твоя аудитория летом очень часто ходит плавать. Плавание сопряжено с определенным влиянием на мышцы, на тело. И иногда бывает так, что после достаточно интенсивных спортивных нагрузок необходимо расслабиться. И ты можешь специально нацеливать свои услуги на определенный сегмент аудитории, на спортсменов, которые занимаются плаванием, и на людей, которые активно проводят образ жизни свой, да, и, соответственно, могут получать какую-то травму, ну, допустим, от ныряния в воду, да, какое-то смещение где-то. И ты можешь рассказать, как твои услуги могут помочь. Допустим, ты можешь расслабить позвоночник или вставить на место позвонок, если человек неудачно нырнул, либо расслабить мышцы ног, если произошел зажим, спазм мышцы и так далее. То есть для этого нужно очень хорошо изучить быт и то, что происходит с твоей аудиторией каждый день. Как изучить? Естественно, задавать вопросы. Каждый человек приходит с какими-то проблемами не потому, что они у него просто так возникают, а потому что он ведет какой-то образ жизни. И таких людей может быть очень много, и твоя услуга может для них быть полезна. И в каждом случае может открыться новая сегментная группа аудитории, где ты можешь адаптировать свои услуги и свое предложение, свой так называемый оффер, очень точно попадая в сиюсекундную боль человека. Это вот он сейчас идет с пляжа, и кажется, у него что-то заклинило, да, или он сейчас покатался на велосипеде, и кажется, у него что-то случилось со спиной. Ну, в общем, здесь большой простор, потому что от того, насколько ты будешь откровенно, открыто, честно разговаривать со своей аудиторией, со своими клиентами, будет зависеть и то, насколько широко ты сможешь покрыть своими услугами самые главные, самые триггерные потребности каждого сегмента. Как массажист в эмиграции, каким образом ты можешь заработать? В первую очередь индивидуальные сеансы. Опять все то же самое. Сначала на новом месте мы внедряемся в офлайн среду. Сеансы могут быть у себя дома, да, либо в салоне, либо индивидуально на дому у клиента. Что еще? Ты можешь вести свой блог о телесных практиках, которые помогают, например, совмещать тему массажа с темой питания, ЗОЖ и йогой, например. Либо рассказывать о том, какие еще способы релаксации существуют, и помогать своим клиентам не только на массажном столе расслабляться, но и еще добавлять дополнительные практики, возможно, медитативные, музыкальные практики, для того, чтобы быстрее перед сном расслабиться или перед каким-то важным мероприятием расслабиться, когда он не может прийти в твой кабинет. После внедрения в офлайн рынке, конечно же, возникнет потребность делать какие-то мастер-классы, рассказывать либо аудитории, которая может стать твоим клиентом, какие-то полезные вещи, либо таким же мастерам, как ты, делиться опытом, да, и рассказывать какие-то новые практики, техники массажа и так далее. И отсюда тоже может вырасти образовательный бизнес.
Допустим, ты коуч и помогаешь своему клиенту развиваться на новом месте, находить свое призвание. Ты можешь говорить о том, что призвание не надо придумывать. Призвание рождается из уникального опыта. И даже не имея возможности продолжать свою деятельность, на новом месте можно создать новый опыт. Его нужно создавать из старого, из той уникальной дороги, которую человек уже прошел, из жизненного пути. Так и говори, и делись своим опытом. Как можно выделиться? Говорить не советами, не какими-то правилами или упражнениями или еще чем-то, а говорить о поддержке, о опоре, говорить эмоциональным языком, присоединяться к той проблеме, которая возникает у клиента, и выходить на доверие через свой собственный опыт. То есть рассказывать о всех историях, которые происходят, в том числе в сфере поиска своей собственной ниши на новом месте, в новой стране, и рассказывать регулярно о том, каким образом приходится идти на компромисс, где-то, может быть, немножко сдвигаться со своего пути для того, чтобы заработать денег, но потом возвращаться на свой путь. В общем, все эти мелкие перипетии, через которые проходят все иммигранты, да, нужно рассказывать, показывать и говорить, что это нормально. То есть, да, сегодня ты в клининге работаешь, да, при этом ты юрист очень хороший, но завтра ты выучишь язык, выучишь местные законы и постепенно через какую-то наемную работу, возможно, выйдешь на собственную практику. Чем как коуч ты можешь зарабатывать? И опять же индивидуальные сессии. Это очень важно и в офлайне, и в онлайне. Еще раз напомню, офлайн делает тебя экспертом и специалистом, которого рекомендуют здесь и сейчас в этом городе, а онлайн делает тебя экспертом, которого будут рекомендовать в другом городе либо в другой стране, та же самая русскоязычная аудитория, например. Ты также можешь собирать группы поддержки. Это тоже очень актуальный формат, особенно когда люди только-только переехали в новую страну и совершенно еще не понимают, что и как устроено. Такие группы очень будут актуальны и будут помогать новичкам. Ты можешь проводить некие онлайн-группы. Ты можешь создавать мини-программы для различных небольших сегментов. Допустим, для предпринимателей, которые сталкиваются, как правило, с одними и теми же ошибками и трудностями в легализации, в настройке бизнес-процессов и так далее. Ты можешь создать программу на 2-3 месяца, где будет учитываться все вопросы, которые обычно задают люди своим коучам-психологам, наставникам, для того, чтобы пройти этот путь как можно быстрее, легче, не останавливаясь. Также не забывай про чат-боты, потому что твои услуги очень хорошо подходят под такую автоматическую воронку, которую можно настроить в чат-боте Telegram или Instagram. И туда обязательно нужно будет включить часто задаваемые вопросы, либо какую-то программку из 3 курсов или там из 3 уроков, да, где людям дается конкретная польза очень быстро. Если ты человек искусства, если ты художник, если ты мастер handmade, ты можешь говорить о том, что ты создаешь не картину, ты создаешь не какое-то изделие handmade, ты создаешь состояние, ты фиксируешь, документируешь свое состояние и через это делишься с другими людьми своей эмоцией здесь и сейчас. И твои изделия помогают таким же иммигрантам, как и ты, проходить через боли и радости настройки жизни с нуля в новой стране. Как выделиться? Показывать свои неудачи и удачи, рассказывать о том, каким образом в новой стране ты налаживаешь процесс создания каких-то изделий, либо написания картины, где ты находишь материалы, как тебе доставляют эти материалы, как ты находишь людей, которые тебя рекомендуют и которые рассказывают о твоих изделиях, либо каким образом ты взаимодействуешь с аудиторией, ты показываешь процесс за кадром. Или как ты упаковываешь бережно, с любовью каждую посылочку своим дистанционным клиентам. Как ты идешь на почту, как ты отдаешь эту посылку, как ты переживаешь и следишь за каждым изделием, как оно доходит до клиентов, и как тебе клиенты высылают благодарственные видео, и каким образом ты можешь их жизнь сделать более радостной и приятной. Также ты можешь взять за основу культурный код новой страны и создавать свои изделия с учетом этого нового культурного кода, так ты сможешь привлечь в том числе местную аудиторию, а это немаловажно. Как ты можешь заработать сразу в новой стране?
Через маркеты и выставки, ярмарки, которые точно, я знаю, организуются в каждой новой стране иммигрантами, потому что это очень важно. Люди объединяются, люди делятся своим опытом, люди заряжаются энергией, и это неизбежно, что будут обязательно создаваться такие выставки-маркеты. Также ты можешь продавать свои услуги через онлайн-маркеты, платформы, которые как Etsy, либо платформы для мастеров. Ты можешь туда выставлять свои работы в онлайн-каталог и пользоваться этими платформами как собственным интернет-магазином. Также можно из своих художественных работ делать некий мерч, принты на майках или на других изделиях. И это очень хорошо может продвинуть как твои услуги, так и твой продукт. Как человек искусства ты можешь начать делать мастер-классы для людей, которые далеки от искусства, но которые хотели бы научиться нарисовать хотя бы что-то. Допустим, цветочек или море, или человека. Да? Ты можешь давать такие локальные мастер-классы в офлайне и даже в онлайне потом, для того, чтобы людей объединять и точно так же создавать платформы для общения иммигрантов в новой среде. Ну и если тебе понравятся онлайн-мастер-классы, то ты сможешь создавать свои видеокурсы и постепенно переходить в разряд экспертов, которые обучают людей профессионально рисовать или шить какое-то изделие, либо делать из глины или других материалов какое-то изделие. В общем, обучать хендмейду и искусству своему виду в своей нише, и на этом в дальнейшем масштабировать свое дело. В целом и в общем, неважно, в какой нише ты продвигаешься, очень правильно говорить, регулярно напоминать своей аудитории, почему я это делаю. Например, я начинаю вести свой YouTube-канал и рассказываю именно про эту тему сейчас. Это первый ролик на моем YouTube-канале, потому что я хочу помочь множеству людей, оказавшихся в такой же ситуации, как и я 3 года назад, адаптироваться быстрее на новом месте, найти свое новое дело и не расстраиваться, что старый опыт может больше никогда не пригодиться, начинать свою жизнь с нуля в новой стране так, чтобы кайфовать, развиваться и получать доход от того дела, которое приносит удовольствие. Также обязательно нужно делать живой контент. Живой контент про себя, про свои мысли, эмоции, события, то, чем ты на данный момент можешь поделиться. Рассказывать о процессе, закулисье показывать, как настраивается, возможно, какое-то мероприятие, как ты готовишь какое-то событие. Возможно, в твоей жизни что-то сейчас произошло, где твое новое дело тебе помогло. То есть ты каждый маленький момент своей жизни можешь превратить в тему для контента. Но обязательно нужно понимать, что весь этот контент направлен на целевую аудиторию. Поэтому, конечно же, нужно узнать у твоих уже текущих клиентов, каким образом они тебя выбирают, за что они тебя ценят и твои изделия, соединить твою личную ценность, твой уникальный опыт с этими изделиями и показывать как раз именно для этих людей, для этих сегментов аудитории, в чем выгода, почему такая цена, в чем ценность этого товара или твоей услуги, и показывать выгоду работы с тобой. И самый главный ключ к любой аудитории – это не впаривать. Ни в коем случае не впаривать и насильно никому ничего не продавать. Самое главное – помогать. Когда люди чувствуют, что ты искренне помогаешь им чего-то добиться, то они готовы тебе заплатить больше. Конечно, не все, я не говорю за всю аудиторию, но твои люди, твоя аудитория, твой сегмент, те люди, которые станут частью и сердцем твоего нового сообщества, они будут готовы благодарно оплачивать твои услуги и регулярно к тебе возвращаться. Практически в любой нише можно найти что-то очень интересное, уникальное и полезное. Теперь расскажу, как упаковать свой опыт таким образом, чтобы отличаться от конкурентов. Расскажу быстро, потому что эта тема глобальная, она на самом деле рассматривается индивидуально, является частью консультации маркетинговой, и тем не менее есть определенные правила, которые объединяют всех специалистов, всех мастеров. Я сейчас про это расскажу. Самое главное – это визуал. Социальные сети работают в первую очередь с визуальным контентом, фотографии, видео. Важно найти свою уникальность, но это не первое, на чем нужно концентрироваться. Нужно отработать дисциплину создания контента и потом улучшать постепенно качество и делать
этот контент уникальным. То есть сначала мы заботимся о том, чтобы контент выходил регулярно, каждый день, допустим, или там раз в 2 дня. А потом мы уже начинаем улучшать. Улучшать свет, улучшать цветность, придумываем какие-то локации для того, чтобы делать фотосессии, видеосессии. Ну, то есть это все отлаживается потом, когда уже идет постоянный поток фотографий, рилзов, сторис и так далее, когда аудитория уже начинает взаимодействовать, ставить лайки, комментировать, каким-то образом реагировать, писать директ. Вот здесь уже можно начинать отлаживать там более качественную камеру покупать, то есть вкладываться уже, да, в контент. Я рекомендую начинать делать визуал так, как есть, так, как можешь на текущий момент. Второе правило – это используй все возможности приложения социальной сети для того, чтобы увеличить точки контакта, количество контакта с твоей аудиторией. Если тебе не нравится снимать сторис, ну, тогда нужно нанять, может быть, человека, который тебе поможет с этим. Если ты не любишь публиковать, попроси кого-то, кто может тебе помочь с этим. Почему? Потому что если нет контента в ленте, это создает ощущение, что ты не работаешь. Если нет контента в сторис, то это эмоционально отсоединяет твоего клиента от тебя. Сторизы как раз и есть тот инструмент, который помогает выстроить эмоциональную связь. Если нет актуального, достаточно сложно ориентироваться в твоем блоге. Если профиль заполнен, допустим, минимально, да, то есть не написано, чем ты занимаешься и так далее, это тоже снижает вероятность обращения к тебе. Если есть только фоточки, но нет рилзов, таким образом ты теряешь огромное количество аудитории, потому что не пользуешься инструментом, который дает много охвата. Если ты не используешь режим триал, да, то есть не транслируешь свои рилзы на аудиторию, которая еще не подписана на тебя, то ты тоже теряешь. Ну, в общем, и так далее. Да? То есть нужно использовать все возможности. Со временем нужно использовать эфиры, потому что эфиры тоже повышают лояльность и доверие. И третье правило – учись в процессе. Например, мы начинаем что-то делать, но мы еще не обладаем навыком, ну, таким сильным навыком, допустим, говорения. И для этого нужно просто очень много записать видео. Ну, вот, допустим, таких, как сейчас у меня, говорящая голова. Вот. Для этого нужно снимать. Для этого не надо ждать, не надо никаких курсов заканчивать. Для этого просто нужно снимать видео каждый день. Перезаписывать, делать новые дубли для того, чтобы голова научилась так работать, чтобы в процессе съемки сочинять, да, не надо заучивать тексты для видео, нужно научиться генерить простые тексты из своей головы под заданную тему. И это не так сложно, если делать это регулярно и просто это делать. Поиск авторского стиля. Да, это очень важно. Поговорим об этом. Авторский стиль – это не про слова, ни в коем случае. Это про общую атмосферу. То есть, когда вы заходите в аккаунт, вы видите, что у человека, который взаимодействует с вами как некий мастер или специалист, в аккаунте что-то такое интересненькое выложено, вот как-то интересно оформлены слайды, либо что-то такое интересное написано, вы начинаете цепляться за эти обложки или за то, каким образом снято видео или рилс, и, соответственно, вы погружаетесь и вовлекаетесь. Так вот, авторский стиль – это то инструмент, который дожимает, то есть он призван вовлечь быстрее аудиторию, которая реагирует на главные триггеры там, своих страхов и болей, потребностей своих, да, и они к вам приходят вот как раз на ваш авторский стиль. Элементами вашего авторского стиля является не только визуал, это, естественно, музыка, потому что музыка очень большую роль играет во многих сегментах аудитории. Мы замечаем, да, что люди очень часто слушают в наушниках музыку, и это для них как часть их жизни, и они воспринимают контент через аудиоряд. Поэтому важно в том числе знать, какую музыку предпочитают ваши клиенты, для того, чтобы ее вставить в ваших видео, использовать в ваших рилс. Что еще? Это голос, это темп речи, это то, как спокойно, расслабленно вы говорите, для того, чтобы привлекать людей, особенно людей-иммигрантов, да, которые находятся и так в стрессе, нужно говорить спокойно и расслабленно. Это вообще придает уверенности и самоуверенности,
и вызывает быстрее доверие. Частью твоего авторского стиля может стать юмор. И это очень классный триггер, особенно если у тебя уже все комплексы сняты, и ты уже начинаешь расслабляться во время съемки видео. Ты можешь пошутить, ты можешь придать некий такой веселость, да, некую своему контенту, развлекательного контента добавить побольше. Почему? Потому что очень часто мы доверяем людям, которые могут снизить, скажем так, ценность наших страхов, да. Потому что когда я нахожусь, например, в каком-то состоянии уж очень небезопасном для себя, ну, вы знаете, да, то есть есть такой защитный механизм, люди начинают смеяться. И это то, чем редко пользуются специалисты и мастера. В эмиграции пропадает прошлое, очень часто. Редко так получается, что человек, приезжая из другой страны, в новой продолжает свой путь. Ну, бывает, конечно, но это все-таки в основном обнуление, да. И на самом деле это преимущество. Многие страдают из-за того, что не могут найти новое дело и так далее. Но вот как раз очень важно помогать людям в этом новом деле и свои услуги и продукты строить, исходя из того, что людям нужно облегчить этот путь, да, начать все с нуля при своих компетенциях и своем опыте. Это колоссальная возможность и преимущество. И рассказывать в том числе о том, как можно создавать новую жизнь в новом месте, с новой ниши, в новой сфере, с теми навыками, которые уже были приобретены, и триггерить таким образом, да, иммигрантскую аудиторию, кто я был раньше и там, кем я сейчас являюсь. Как правило, это вообще какие-то абсолютно пограничные ипостаси, и между ними большой кризис, и вот можно вот об этом как раз вокруг этого строить контент в любой сфере. И самое главное, это свой путь и глубина своего пути, которую нужно вытаскивать, не обесценивать, а наоборот, как можно больше анализировать себя. И те личные моменты, которые мы иногда обесцениваем, на самом деле могут стать ценностью. И этот свой собственный путь, чем глубже мы его проанализируем и вытащим какие-то мелкие детали, может стать основой уникальности и сформировать так называемое уникальное торговое предложение. Потому что, еще раз повторюсь, в любой нише куча конкурентов, и 90% этих конкурентов, они просто продают свои услуги. А твоя задача стать на сторону тех 10 оставшихся, которые становятся успешными ровно потому, что они к этой услуге добавляют ценности свои, уникальности свои, оригинальный подход свой, и создают таким образом совершенно отдельную сферу. Ну, грубо говоря, есть Красный океан, где все борются, продавая одно и то же, да, а есть так называемый Голубой океан, где из того же самого создается новый продукт. Он наполняется именно твоим оригинальным опытом, и чем глубже ты себя проанализируешь, вытащишь эти ценности наверх и добавишь к своей услуге, тем ты будешь более правильно продвигаясь, зарабатывать больше, то есть твои продукты или услуги будут стоить дороже. И вот именно в этой части я помогаю своим клиентам находить те уникальности и оригинальности в своем опыте, которые можно присоединить к их услугам и продуктам. И если ты хочешь научиться зарабатывать на своем опыте в новой стране, то приходи ко мне на консультацию. Я расскажу, как я могу помочь. Мы с тобой определим твой уникальный план, личный план развития и продвижения. И ты сможешь определить источники энергии для достижения своих целей. Ну и самое главное, разберешься со всеми своими целями, желаниями и сможешь быстрее, без выгорания продвигаться в этой выбранной новой нише. И вот в этом моменте присоединяюсь и я, как консультант по маркетингу и стратегиям. Помогаю находить уникальность в своем личном опыте и разобраться, какие инструменты приведут тебя быстрее к намеченным результатам. То есть я помогаю создать стратегию достижения поставленной цели без выгорания. Под этим видео указаны контакты. Оставляй свой телефон или мессенджер, созвонимся и назначим консультацию. Всем хорошего дня и в комментариях оставляйте вопросы. Пока-пока.